Добрый день, уважаемые зрители и подписчики моего канала. На этом видео перед вами видеокарта SOYU AMD Radeon RX 470. Данная видеокарта, вернее видеочип, на котором она базируется, был представлен миру во второй половине 2016 года. И будучи в 2025 году, вы можете резонно спросить, причем здесь видеокарта 2016 года, в 2025 и прошло уже 9 лет, и, наверное, эта видеокарта уже давно не актуальна. Но на это есть причина, и причина в том, что современные видеокарты, которые мы можем купить, которые нам доступны для покупки, по своей цене уже давно вышли за пределы атмосферы Земли и, судя по всему, на третьей космической стремятся вообще улететь за пределы Солнечной системы. И стоимость таких видеокарт новых достигает каких-то невероятных сумм. И, как по мне, эти деньги лучше потратить на более интересные и полезные вещи, чем покупать за неадекватную сумму видеокарту. И даже если мы берем видеокарты, которые предназначены для экономных покупателей, бюджетный, так сказать, сегмент, то они тоже довольно дорогие, и также нету смысла их особого покупать, особенно если вы не играете плотно в компьютерные игры. Почему такие высокие цены на видеокарты? Ну, на это есть несколько причин. Если кратко, то это криптовалюта, это искусственный интеллект и то, что ослабла конкуренция на рынке видеочипов, и поэтому лидер Nvidia может ставить любые цены, которые ей нравятся. Вот. А по поводу игр, есть довольно много людей, которые не стремятся играть в самые новые совершенные игры. Им хватает какого-нибудь набора определенного любимых игр. Например, я знаю, многие люди любят играть, допустим, Герой Меча и Магии, Цивилизацию, Counter-Strike, там, StarCraft, Warcraft. И им, в принципе, те мощности, которые предоставляют видеокарты за большие деньги, не нужны. Также есть много людей, которые, кроме как, не знаю, Tetris, либо Пассианс, в принципе, другие игры не играют, используют компьютер в основном для работы, или для получения информации из интернета, и там, допустим, просмотр видео и прослушивание музыки. И вот именно для таких людей вот такие видеокарты, в принципе, идеальная, потому что ее стоимость на AliExpress в среднем 55-60 долларов, и ее производительности хватает даже, чтобы поиграть в некоторые современные видеоигры. Да, не все видеоигры современные на такой видеокарте запустятся, не все современные игры будут в хорошем качестве, но тем не менее в какой-то набор солидных видеоигр вы сможете так или иначе поиграть. Плюс, конечно же, цена 55-60 долларов, это вообще идеально. Если говорить о производительности, то из видеокарт, которые массово представлены на AliExpress, то производительность этой видеокарты где-то между RX 550 и RX 580, при этом RX 470 значительно более производительная видеокарта, чем RX 550, и уступает RX 580 процентов на 20. При этом цена у таких видеокарт на данный момент очень близка с RX 550, что делает ее по соотношению цена-производительности очень выгодной, очень привлекательной видеокартой. Что ж, вступление мы закончили. Продолжим уже ближе к этой видеокарте, разберемся с ней конкретно. Но перед этим прошу вас подписаться на мой канал и поставить лайк, если вы ранее этого еще не сделали. Если лайк поставлен, то продолжим. Итак, еще раз, перед нами видеокарта SOYU AMD Radeon RX 470. Вот так вот она выглядит. У нее 4 гигабайта видеопамяти GDDR5 производства Samsung. Память работает на 256-разрядной шине. Видеокарта предоставляет видеовыходы стандартные. Это у нас под заглушечками
Это у нас DisplayPort, это у нас HDMI и порт DVI, да, для более старых, скажем так, видеомониторов. Вот так он выглядит. Далее у нас есть заглушечка на слоты PCI Express. Видеокарта у нас TDP 120-150 Вт, поэтому нужно дополнительное питание. Вот у нас имеется такой разъем. Видеокарта большой, имеет вентилятор, достаточно массивный, как вы видите, радиатор, да, алюминиевый. Видно, что, видите, он продолжается отсюда до сюда. С другой стороны то же самое. Также могу сказать, что во время работы скорость вращения вентилятора регулируется и зависит от температуры самого видеочипа. Но показания идут не в количестве оборотов за единицу времени, а в процентах. И, допустим, в режиме без нагрузки показывает 35% вращения, а при нагрузке максимальной показывала что-то около 75%. Также во время тестов я ее пробовал через Furmark, всем известный тест. Стресс-тест запускал, и после 15 минут работы видеочип по показаниям не прогревался более чем на 74 градуса, что говорит о том, что, ну, по крайней мере, конкретно у данной видеокарты хорошая система охлаждения, все нормально, адекватно работает, потому что 74 градуса для нее это хороший показатель, и вплоть до 90 градусов при нагрузке она может нагреваться. Далее у нас здесь есть такая, если присмотреться, надпись, да, мы видим Soyo. Так. Ну, камера, к сожалению, полностью не фокусируется. Soyo AMD Radeon RX 470, 4 гигабайта, и указана цифра 1792 SP. И это мне вызвало подозрение, что это не совсем чип RX 470, а какой-нибудь другой, урезанный для китайского рынка. По аналогии, как продаются видеокарты с RX 580, где количество потоковых процессоров уменьшено, они тоже обозначаются как 2048 SP. Но об этом я скажу чуть позже. Пока что давайте посмотрим. Тоже есть интересная информация. Продается оно вот в такой упаковке. Ну, коробка для Soyo стандартная. Далее у нас идет защитный кожух из пененного материала. Защитный кулечек антистатик. И также я обнаружил вот такой, не знаю, это гарантийный лист, информация, где было обозначено Soyo умножить на Mogul. И тут такой момент, что Mogul это название, бренд, под ним производится довольно много разных товаров, в том числе видеокарт. Их можно увидеть на AliExpress. И они подозрительно были похожи как по оформлению, так и по дизайну на Soyo. Но при этом были, как правило, чуть дешевле, чем бренд Soyo. И вот, не знаю, вот, по-моему, вот эта вот надпись, она как бы намекает, что товары электроника Soyo и Mogul это, ну, как минимум, родственники, но не знаю, или точно не производятся на одном конвейере и являются ли они по качеству одинаковыми, сопоставимыми. Но тем не менее интересная информация, можем вот как-то попробовать. Если будет хорошая цена, то возможно есть смысл купить Mogul, чем Soyo. Но опять-таки я точной информации не располагаю, еще пока что продукция Mogul мне не попадалась. Так, коробочку мы забираем. Возвращаемся к нашей видеокарте. Так, по поводу того, что чип также у нас 2016 года производства, вы можете резонно заметить, что данные видеочипы уже давно не производятся, и есть большой шанс того, что после покупки эта видеокарта через какой-то там месяц, полгода, год просто возьмет и умрет, и что здесь используются какие-то угорелые видеочипы. Ну, я рассуждаю так, что в принципе есть несколько источников чипов, которые используются в этой видеокарте.
Первое, это могут быть старые запасы. Второе, возможно, где-то есть производство. Китайцы изготавливают такие чипы. И третий вариант, что эти видеочипы были взяты из устройств, с помощью которых ранее производился майнинг криптовалюты. И также я рассуждаю так, что если видеокарта сделана там Novotix и очень качественно используется поверхностный монтаж электронных компонентов, то использовать здесь полностью угорелые видеочипы нет никакого смысла. И я так думаю, что для качественно выполненных видеокарт все-таки идет какое-то фильтрация видеочипов, и уже откровенно угорелые видеочипы сюда не устанавливаются. Также, посмотрев количество продаж этих видеокарт и отзывы, я могу сказать, что соотношение в пользу данных видеокарт. И также дополнительно могу сказать, что через мои руки прошло некоторое количество видеокарт Soyo RX 550 в количестве, больше 5 точно. И все они были достойного качества, и все они, на всякий случай по стукам, все они до сих пор работают, и дай бог, чтобы они работали далее, да, служили своим владельцам верой и правдой. Также по поводу вот этого загадочного числа начал я проверять в разных тестовых утилитах, такие как всем известные AIDA 64, либо программа GPU, тест GPU Z. И что они мне показали? AIDA обнаружила, распознала чип на этой видеокарте как RX 560 XT. И поинтересовавшись, что это за чип, оказалось, что этот вариант чипа выпускался для рынка Китая. Он обладает урезанными характеристиками. Вот, но при этом, что AIDA узнавала его как RX 560 XT, но по всем остальным характеристикам, как по количеству потоковых процессоров там, и по текстурным разным характеристикам, оно было по характеристикам как именно RX 470. То есть, почему происходит так, не знаю. Возможно, каким-то образом нашли способ, какую-то там партию чипов RX 560 XT, которую можно было разблокировать, потестировать, и она определяется как RX 470. Возможно. Также, допустим, GPU Z здесь определяют четко RX 470, и по всем характеристикам это тоже RX 470. Также операционная система Windows определяет эту видеокарту по умолчанию как RX 470, и драйвера, которые были скачаны с сайта AMD, при установке также определили эту видеокарту как RX 470. Что конкретно здесь стоит, можно узнать только если мы разберем данную видеокарту и попробуем что-нибудь рассмотреть, какие-то надписи на своем видеочипе. Что я, в принципе, собираюсь сделать. И попробуем разобраться, что у нас за видеочип, посмотреть его маркировку. Также посмотрим на качество компонентов монтажа с обратной стороны. Посмотрим на охлаждение, как все сделано. Вот, потому что, допустим, с этой стороны мы видим все выполнено, как вы видите сами, качественно, никаких соплей, там, оторванных компонентов я не вижу. Что ж, давайте приступим к разбору данной видеокарты. Будем откручивать наш радиатор по диагонали, для того, чтобы была равномерная нагрузка распределения на кристалл чипа. Так, пломбочка убираем. Так, продолжаем. Так, еще немножко, и видеокарта, вот уже. Так, открутили. Так, теперь нам нужно аккуратненько это все дело снять.
Даже не знаю. Давайте, наверное... Так. 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 Ну, стоп, да, вот я извиняюсь, да, не заметил еще одно крепление. Обычно их только 4. Пардон. Нужно быть более внимательными. И плюс у нас засада. У нас прикипевший винт. Так, как бы его открутить? Давайте попробуем другой отверткой. Да, пошло. Продолжим. Так, это мы отложим отдельно. Да, небольшой мой косячок. Так, теперь давайте еще глянем дату производства видеокарты. Значит, декабрь 24-го. То есть видеокарта относительно у меня свежая. И что у нас теперь? Я больше креплений винтов не вижу. Так. О, удалось. Так, что мы делаем? Открепляем вентилятор. Так, и мы видим, что система охлаждения конкретно этой видеокарты сделана на очень достойном уровне. Мы видим свежие прокладки, термопрокладки и паста на процессоре, которая, судя по всему, да, даже живая. Отлично. Давайте отложим. Так, смотрим, что у нас здесь. Так. Видеочипы, читаю информацию. И да, действительно, это у нас Samsung. К сожалению, опять-таки камера, на которой я снимаю, не может передать все обозначения. Я посмотрю эти обозначения памяти отдельно и укажу их в описании к этому видео. Давайте просто оценим качество исполнения видеокарты, поверхностный монтаж. И я смотрю, и все выглядит, ну, довольно-таки прилично. Все выполнено аккуратно, никаких откровенно подгоревших компонентов я не вижу. В том числе чипы памяти выглядят как вполне обычные свежие чипы памяти. Так, а что у нас на видеочипе? Давайте глянем. А нет. Особо мы не глянем. Так, пам-пам. И вот видите, маленькая наклеечка, да, я вижу, что она была поставлена, и здесь маркировка 23-24. Я так понимаю, что чип, ну, если не был произведен, то как-то был протестирован в 23-24 году. Так, компаунд вокруг кристалла, в принципе, не темный, выглядит хорошо. Давайте попробуем снять термопасту моей тряпочкой. Так, чтобы было лучше видно.
Так, получилось. Получилось. Итак, вот так оно выглядит, как вы можете видеть. Причем на самом кристалле никакой маркировки нет. Кристалл поверхности чистая, кристалл без сколов. Давайте еще немножко. Чик-чик. Со всех сторон. И никакой маркировки, к сожалению, нет. Вот. Хотя нет, есть стоп-момент. Есть у нас внизу какие-то обозначения, которые, блин, на видеокарте, на камера не может передать. И придется мне... Вижу надпись AMD. AMD X7. Очень мелкий шрифт. Made in China. Ну вот на этом металлической окантовке, да, корпусе чипа написано Made in China. И, в общем, нужно под микроскопом рассмотреть все надписи. И тогда я вам... Ну, всю маркировку я укажу в описании к видео. Реально я даже, ну так, своими глазами близко мне сложно рассмотреть. Вот. Ну, по поводу чипа, ну, как по мне, я, честно говоря, не особо много разбирал видеокарт, особенно угоревших. Мне сложно определить степень того, насколько этот чип был угоревшим или не угоревшим, но мне он кажется вполне работоспособным, и ну, никаких особых моментов угара я не вижу. Но, в принципе, если вы в этом лучше разбираетесь, можете прокомментировать, конечно же, в комментариях к этому видео. Вот, буду вам, в принципе, благодарен. Ну что ж, в общем, я вам рассказал про эту видеокарту. Она, в принципе, эта модель появилась относительно недавно в продаже на AliExpress. Я видел похожую под другими брендами, там тот же Mogol, там Maxan, кажется, были. Из того, что я, вот мои ощущения этой видеокарты, ну, как бы нормальная видеокарта за свои деньги, качественно, довольно производительно, можно покупать, и сами видите, ну, как бы качество сборки на хорошем уровне. Что ж, на этом, пожалуй, все. Если вам было интересно, полезно, пожалуйста, еще раз ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на мой канал. На этом все. Всего хорошего. До свидания.